Ну что ж, друзья, переходим к зомби-чезу. Ой, больно мне нравится вот этот вот зомби-чез. Знаете, он красивый, чертяка. Ой, больно. Значит, 10 видео, которые пытались удалить из интернета. Я знаю о существовании таких видеороликов. Давайте посмотрим. Он больно ужастики интересные делает. Обязательно, ребят, тоже подписывайтесь на него. Ставьте лайки, все дела. Вот. Ну а мы давайте посмотрим, что это там из интернета хотели удалить. Так. Давайте. Количество странных вещей, видео, файлы, документы. Все это намеренно было скрыто от нас. Есть видеоролики, которые были спрятаны очень глубоко, и мне удалось их оттуда достать. Эти жуткие видео все еще с большим трудом не каждый сможет увидеть, а все Чуть потому, было. что их пытались неоднократно Фэк. удалить, либо сами создатели, либо правительство. Чтобы понять, что именно странного и запрещенного скрывается в этих роликах, вы узнаете, где за накладкой мы обнаружили 2-миллиметровое отверстие, куда уходил наш воздух. Возникает вопрос, зачем кому-то нужно было погубить космическую миссию, а также самих космонавтов. Блин, вы прикиньте, ты в космосе находишь в обшивке просто дыру. И ты понимаешь, что у тебя постепенно туда уходит воздух. Это же просто, это... Макс, спасибо. Это же просто... Кажется, дыра находится не в самом жизнеопасном месте корабля, иначе на этом корабле все бы были бы уже не жильцы. Охренеть. Саму дыру обнаружили после того, когда российский космос. корабль пристыковался к МКС. НАСА и Россия, возможно, до сих пор расследуют этот инцидент, чтобы выяснить, чьих рук. Правительство хотело скрыть эту информацию от обычных людей. Неизвестно на 100% зачем именно, но видеоролик, записанный одним из космонавтов для диспетчеров на Земле, попал в сеть и тут же был удален, но его копии успели распространить по интернету. Дыру в корабле, откуда выходил кислород, успешно заделали смолой. Это инопланетяне с дрелью. Какие инопланетяне с дрелью? Это странное видео было загружено в интернет и Слушайте, ну первый не фейк точно, но он дыру показывает, но я думаю, что вряд ли это фейк. Ну, это слишком видно, ну а кто мог погубить? вскоре было удалено самим же автором без какой-либо причины. Данное видео доказывает, что камеры безопасности довольно часто фиксируют очень странное и мистическое. Автор показывает видео на своем телефоне, так как он его удалил из интернета. Это запись с камер видеонаблюдения, установленная у входной двери. Он начинает воспроизводить видео, где мы можем увидеть фасад дома и ступеньки. Настоящая жуть начинается в тот момент, когда он вручную перематывает отснятый материал. Когда автор перематывает назад, мы видим что-то странное. По какой-то причине, когда он вручную перематывает отснятый материал с камер наблюдения, появляется странное существо с 4 ногами. Далее мужчина снова воспроизводит видео в обычном режиме, и уже этого существа мы не видим, только когда автор перематывает вручную. Okay, look, when we back it up, we see this person or whatever it is in the frame. It looks like a person. Fast forward a little bit more, I'm gonna zoom in. Whatever this is has 4 legs. Look at that. Чего? Только когда он перематывает вручную. В смысле? Фэк 100%. Ну, видео работает, это просто обычная перемотка пальцем. Это склейка 100%, не верю. Не верю в брос. What is that? Много существует фейков, где якобы мы можем увидеть какое-то существо, пришельца или призрака. Я Вот думаю, с никто этим в чате не видео поверит. дело обстоит иначе. Типа, как, если просто видео идет, то ничего нет, а если пальцем перематываешь, что есть? Да нет, ну это... Мы видим, как автор проигрывает видео прямо на телефоне вживую, прямо с камер видеонаблюдения. Что это за призрачное существо? Почему у него 4 ноги? И почему оно появляется только тогда, когда идет перемотка вручную? Что думаете? Пишите в комментариях ваши предположения об этом видео.
Это старое видео из Японии неизвестного года происхождения показывает новую военную разработку. Маскировочная спецодежда давно уже существует среди военных во всем мире, но тут все совсем иначе. Данное видео похоже на совершенно секретный рекламный видеоролик, который каким-то образом просочился в сеть спустя много лет. Его неоднократно удаляли, в итоге вы все равно на него можете взглянуть. Речь идет о продаже военного специнвентаря, с помощью которого можно исчезнуть в прямом смысле. На этом моменте мы можем увидеть японского солдата, покрытого светоотражающими материалами, которые созданы, чтобы отражать свет вокруг тела, Джереми делая согласен. его совершенно невидимым. Да не, ну прекратите дурить, это сейчас в какие-то допотопные года тут уже солдаты у них невидимые, вы что, с ума сошли? Наши бы уже давным-давно в Пентагоне бы насрали бы там на стол. В жизни никогда не поверю, да прекращайте, вы что? Сейчас расскажете мне тут это «Хищника» насмотрелись фильма? Начинается здесь, ага, да, сейчас. Сказки, фэк. Японцы сделали, да, ага. В этом рекламном ролике говорят о материалах, из которого изготовлен этот светоотражающий костюм, а также как он работает. После объяснений вы наконец можете видеть костюм в действии. Можно все еще Камера видеть топовая. человека, когда он двигается, но когда он стоит на месте, он полностью невидимый. Трудно сказать, монтаж или это настоящий маскировочный костюм. Если это правда, то могу предположить, что Японцы делают вещи. технология стала еще лучше, Так, всё чем в тихо. этом старом рекламном ролике, и теперь, возможно, даже при движении солдата не видно вовсе. Для кого было создано это рекламное видео, остается загадкой. Это подпольная хакерская конвенция под названием Black Hat 2015 Чего? демонстрирует устройство, которое без особого труда может взломать у вас Короче, вот это вот, я думаю, что шляпа. Типа шляпа вообще полная, предыдущий не верю в это, не верю. все Так, что дальше угодно, смотрим. от банковских карт до паролей во всех соцсетях, и данное устройство будет доступно кому угодно за небольшую плату. Устройство выглядит как обычный блок питания с выходом под USB. Истинное предназначение данного устройства – контролировать все данные, которые вводятся в телефон и компьютер в определенном радиусе. Все от логинов, паролей, информация о кредитных картах – все это может с легкостью выяснить самый обычный человек с помощью этого зарядного устройства. Кто-либо с помощью этого устройства может сломать всю вашу жизнь, и вы даже не поймете, что происходит. Как хорошо, что вся информация по этой хакерской конференции была Возможно. успешно ликвидирована. Осталась лишь малая часть данного видео. Не хотелось бы, чтобы Ну, здесь, знаешь, такое, типа, где-то фэк, где-то не фэк. Ну, чисто так логически могли что-то такое создать. Уже 2015 год, ну, 50 на 50, я так вот скажу. Типа, ну, здесь так вот, хз, типа, хз. Ну, возможно, действительно, может, уже хацкеры тогда уже рулили. сосед Но с другой бы стороны, сейчас бы вот такая херня бы, обычные блоки бы втыкали просто везде и угоняли бы просто на раз-два такие карты. И банковские счета, карты, да уже давным-давно весь, я не знаю, везде бы трубили то, что есть такая тема. за стеной взял на вас Не кредит, знаю. сидя у себя на диване. Ну ты прикинь, это вообще читерство. Чувак с соседней Мировые комнаты просто сидит и державы бабки вовлечены фармит. в секретную подпольную гонку, дабы научиться первыми управлять атмосферой Земли. Китай, Россия и США работают над новой технологией, которая может глушить радиосигналы, нагревая небольшую часть неба до 100 градусов по Цельсию. Эта новая технология Чего? выбрасывает до 260 мегаватт энергии в атмосферу за раз, примерно эквивалент энергии целого города, благодаря чему блокируют все основные частоты приема. Блять, я думаю, почему у меня в городе на Ленинградке постоянно свет отключают? Сигнала. Исходя из этого удаленного видеоролика, который все же удалось сохранить на различных форумах, можно догадаться, Понятно. что США взяли эту технологию и установили ее на свои истребители. Неизвестно, насколько плохо будет атмосфере Земли от регулярного Вот сильного оно. нагревания данным приспособлением. Как долго атмосфера продержится, дабы не разрушиться, Может быть, не и не фейк, но- приведет ли эта технология к настоящей экологической катастрофе нашей планеты.
Просто удивительное А вы не заметили одну вещь? А я хочу отметить. А вот ответьте мне на один вопрос, который меня очень давно уже, кстати, мучает. Без шуток сейчас спрашиваю всех, кто посмотрит это видео, даже в повторе. А чё это все затихло? Помните, был этот коллайдер частиц? Что-то они его раз запустили, два запустили. Что-то по всем СМИ трубили, там это черная дыра откроется, black hole. И что-то как-то туда баблище туда вбухали, я не знаю, туда миллионы, миллиарды, сколько там. И как-то потом так все это бам, и вообще нигде про это не говорят. Вообще. Заговор, блядь. зрелище. Вертолет Иллюминаты. поднимается вверх без вращения винта. Он словно завис в воздухе на определенной высоте. Возможно ли Да, такое кстати. вообще? Мгм. Какая дальнейшая судьба этого Все забыли летающего про него. объекта? И в чем подвох? Самый главный вопрос. Почему данное видео сам автор удалил, хотя просмотров на нем было более 10 миллионов? Его А вам не кажется, что он вообще игрушечный вертолетик подняли, нет? Что-то как-то... заставили? А вот сюда посмотрите, на блике. Вот сюда сейчас смотрим все. Смотрите, если по лору вертолет взлетает с какой-то морской типа этой, вот сюда смотрите. Уверен, каждый из вас задался хотя бы одним из вышеуказанных вопросов. Да, блядь, конечно. Вертолет поворачивается, а солнце на одном месте стоит. Вертолет постепенно взлетает с нет. пристани и улетает прочь Нет, без не какого-либо вращения винта. Нет, Его нет, словно сорян. кто-то поднимает вверх на невидимых веревках. Создается впечатление иллюзии полета. Что-то не Но понял. если присмотреться внимательнее, то видно, что винт все же немного колеблется, как будто кто-то разложил видео. А, стоп. Может, знаете что? В чате правильно, кстати, пишут, что люди. Частота кадров камеры может совпадать с этим. Это, кстати, возможно. Вот, да-да-да-да-да, вот, ребята, прошаристые. Частота кадров камеры и частота вращения этих, да-да-да. Ряд Всё, вы по правы, кадрам. вы правы. Именно этот момент и Нифига вы у является меня, ключом. ёпта, эти Шерлоки Холмсы, Холмсы, не Холмсы. Шарите, вообще жестко, реально шарите. Жесть. К разгадке. На самом деле все легко Нифига вас, хрен обманешь. Видали эти фэк, не фэк? Вы у меня как эти, как... объяснить. Сразу Частота срабатывания затвора снимающей камеры синхронизирована с частотой 11К. вращения винта Добро вертолета. пожаловать. Скорость затвора камеры Ща к устанавливает фан-видосам количество перейдем. снятых кадров в секунду, а винт вертолета в определенный момент времени оказывается в одном и том же положении. Я и Если говорю, словить эти моменты правильно, подобрав частоту кадров на видеокамере, то создается впечатление, что винт вовсе не он даже крутится, говорит. а застыл на одном положении. Отмечу, что такой эффект вживую не увидишь, а только через объектив правильно крипово, да, настроенной смотрится? камеры. Крипово. Вроде как никакой мистики и чего-то запрещенного, но тем не менее такой популярный и много просматриваемый ролик Крипово. просто так не удаляют. Да не, ну... Это видео было нелегко Вот. найти. Вот оно! Так... Камера 144, 2005 год, ну ладно. Ладно, сделаем скидку. Вот это как я люблю. Тихо, камера сейчас. Так, 7-й фрагмент. Сейчас, смотри, пойдет добро. Оно Так. было максимально спрятано на закрытом Ага, форуме, да. связанном со странными явлениями, Шо куда там? у меня есть доступ. Действие происходит в 2005 А мне? году из округа Такома, Эх, вот бы мне Вашингтон. доступ. Пара отправляется в поход в День Святого Валентина и снимает свою романтическую прогулку на видеокамеру. Когда они услышали Это странный камера. звук в небе, Вот это, блядь, начали камера. искать его источник. Вот оно. Вот оно, 144 One Love, блядь. Внезапно неизвестный метеорит падает на землю прямо возле них. А чё щас было? Любопытство взяло верх, и они побежали исследовать место падения. Пара быстро находит космический камень, торчащий из земли, и документирует все происходящее на видео. Yes, it is. Go talk, This please. thing has come out of the sky. Meteorite. Их реакция на происходящее кажется вполне реальной, но я не уверен, что упавший Шо по ударной волне, пацаны? А? Если б такая херня упала с неба,
то вот этих бы двух работяг, их бы, я не знаю, собирали бы, я не знаю где. Просто бы крестик бы в землю воткнули, сказали аминь. Вы вообще себе представляете, он упал, он даже в землю не вошел. Вообще просто, знаешь, так, как насрали с неба. Так близко к ним метеорит не нанес никакого урона им. Вот. Это удаленное видео. А где кратер? Ну, тут фейк, семерка фейк стопроцентный. Давайте восьмерку посмотрим. Но 7 вообще не верю, вообще, даже близко. Какой-то, как будто с неба насрали просто. Положительно снято где-то на пляжах Нью-Йорка в 1999 году. Мы видим неизвестное существо, выброшенное на берег. Похоже, существо может... Ой, ребят, ну серьезно, но вот эти сказки, вот эти вот, как всегда, вот эти вот задроченные камеры, уже столько всего уже в интернете валяется, и там китов-убийц, блядь, выкидывает, и еще что-то, и акулы там 25 метров, ёпта, длиной, и там кальмар глаз какой-то нашли где-то в Китае, что там все обосрались с тем пляжем, что там только не творится, а потом показывают просто, как это все монтируют, выкладывают, ну, не знаю, нет, в недрах нашей матушки-потаскушки земли 100% кто-то живет в этой пожилой Марианской впадине. 100% какой-то крякин там сидит. Это железно. Просто вот в это верю. Просто 100%. Потому что ни хера она не изучена. Вообще не изучена. Туда 2 раза в год опустятся, фонариком что-то пожухают, какую-то ласту чью-то увидят, все, блядь. 3 года опять туда никто не спускается, потому что все обсираются. Вот, пожалуйста. Вот. Принадлежать какому-то неизвестному виду приматов, но его туловище слишком длинное, а руки короткие. Все его тело состоит из сплошных мышц, почти как будто над этим существом только закончили проводить чудовищные эксперименты. Если присмотреться на данное существо, можно в нем увидеть совокупность разных животных, 100%. например, от пантеры до медведя. Если верить... Ну, ребят, да, надо не забывать про мутации еще. Это ленивец, ни хера себе ленивец. Ержан, вставай. Ержан. А он тебе знаешь, что отвечает? Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. Верить описанию копии данного видео, то это существо произошло после тайных жестоких исследований, проходимых поблизости под названием Центр болезней животных Плам-Айленд. Может, оно оттуда и сбежало, а может, его просто с этого центра выбросили. Это было давно, и мы уже точно не узнаем. Ну, не знаю, ну тут такое. Данное видео из Японии. Странное существо прячется в доме. Автор данного ролика начал замечать странные вещи, которые происходят в его доме. Так, я надеюсь, ты там бандуру сейчас свою не покажешь, нет? Из-под этого. Спасибо, ребят, нифига вы там лайкосами топите. 12 тысяч, спасибо. Спасибо, на рекорд идем. Он лег спать с включенным светом и установил камеру напротив себя. Хозяин жилища мирно спал, когда шум воды его разбудил. Проснувшись, автор схватил камеру и побежал в ванную комнату, откуда исходил звук. Начинается. Сказки, блядь. Ага. Угу. А там Гимли Зурабович моется после похода Фрода. Мы видим, как в бледном свете под дверью появляется существо. Сначала оно кладет руку с той стороны двери, а затем просовывает голову под дверью. Под дверью мало места, маленькая щель. Как существо просунуло туда голову? Почему видео удаляется со всех платформ в интернете? Может, это из-за того, что фейк? Или оно настолько реально, что психику людей Жена после месячных. Тихо. пытается таким способом уберечь? Как думаете? Ля, черт вылез. Этот видеоэксперимент доказывает... Здесь вот в 9-м сюжете, знаете, немножко напрягает. Он ставил напротив себя камеру. Блять, услышал звук, шум воды включившийся, резко вскочил, взял камеру, побежал прям вот целенаправленно туда уже с включенной камерой. Тут кто-то вылез, какой-то говнодемон-альбинос, вот с такими вот глазами, блять.
И как-то, ну, вот это вот все, вот, ну, такое, ну, Показывает то, почему многие из правительства не желают того, чтобы обычные люди знали но с этого. другой стороны, Зомби Чес говорит, что его везде удаляют. Если он реально говорит, что его не будут просто так удалять. Обнаженки там нет, нарушений правил Ютуба нет. Если его реально сносят с Ютуба, то... Странным и быстрым способом удаляют данное видео, хотя в нем нет Чё это ничего такое? такого. Автор данного ролика демонстрирует, как сделать объект полностью невидимым, и тут нет ничего сложного. Посмотрите, что происходит, когда автор опускает обычную стеклянную пробирку в растительное масло. Этот простой эксперимент доказывает, что некоторые жидкости действительно могут отражать свет от опускаемого в него объекта, чтобы сделать его невидимым. Данный эксперимент является основным принципом, то, с чем в настоящее время экспериментирует правительство, дабы создать маскирующие костюмы для военных или даже самолеты, если, конечно же, они уже не созданы. Что думаете Чё? об этом мини-эксперименте? Или он все же слишком надуманный? Пишите Дэвид Блейн, фак мой мозг, да ты, блядь, волшебник. Ёбаный в рот, да как так-то, а? Пишите свое мнение в комментариях под видео. А на этом у меня Ну, все. не знаю, вот Если 10-е вам под понравилось данное видео и вы хотите Мы продолжение, вторую Конечно, понравилось. Я тебе лайки везде уже проставил. Подписался, колокол прожал. Не, Зомби Чес молодец. Это он, часть, он тогда умеет. ставьте лайк и подписывайтесь на канал Зомби Чез, а также Прожал, мой хороший, все везде подписал. Вот кто дизлайк тебе ставит, тот девка. Вот. Это, ребят, тоже подписывайтесь. Очень давно, это наши старые друзья, очень давно их смотрим. И вот комментариев тоже ему напишите. Фэк, не фэк, там все дела. Вот, а ты тоже пиши. Ну, самое реалистичное, наверное, было первое, да, самое? Типа то, что вот в обшивке этого космолета их дупло нашли. Может быть. Может, там белки живут. Пока неизвестно.